Ребят, вот такой шаблон для Instagram на сервисе N8N мы с вами сейчас будем создавать. Значит, его основная задача, он ищет в Инсте, запрещенной в России, он ищет интересные аккаунты, которые будут максимально похожи под нашу тематику, под, например, наш аккаунт, либо аккаунт какого-то конкурента, который вам показался интересен и который вы хотите проанализировать. Значит, что он делает? Он сначала ищет аккаунты конкурентов, похожих на ваш, например, аккаунт, либо на мой аккаунт. Дальше он анализирует рилсы этих конкурентов и на основе лучших рилсов создает непосредственно уже контент, который вы можете просто так поставить камеру и записывать. Причем создает не один вариант, а сразу несколько вариантов, которые вы можете выбрать. Значит, давайте я вам сразу покажу, как это работает. То есть у нас есть шаблон N8N. Он состоит, это я его назвал как Instagram агент. Он состоит из нескольких подшаблонов, которым тот самый Instagram агент дает непосредственно задачу. Значит, смотрите, мы нажимаем тест workflow. То есть сейчас я вам покажу, как работает эта система. Дальше я захожу в Telegram. Эта система здесь настроена в Telegram. Также у нас есть и шаблоны, адаптированные просто под чат. И также они могут, то есть этот шаблон может быть одним из участников нашего главного AI-агента и ассистента. Значит, смотрите, мы заходим в Telegram и задаем следующий вопрос. Найди 10 профилей в Instagram, похожих на профиль, соответственно, Игорь Зуевич. То есть я скинул ему ссылку на свой профиль. Смотрите, процесс работы уже начался. Прежде чем он начнет работу, все данные он будет записывать, соответственно, вот в такую таблицу. То есть смотрите, сейчас что он делает? Он отправил запрос по моему запросу уже дополнительному шаблону, чтобы он проанализировал непосредственно Instagram и забил все данные вот в эту таблицу моих конкурентов, то есть конкурентов, похожих на мой профиль. Весь процесс занимает буквально несколько секунд, и смотрите, сейчас он начинает, соответственно, забивать в таблицу, то есть он уже нашел этих конкурентов и начинает забивать, соответственно, в таблицу данные по этим аккаунтам. Также он записывает рекорд ID, для чего это нужно, я вам чуть дальше расскажу. Значит, что мы видим? Мы видим, соответственно, по какому запросу он искал, то есть он искал конкурентов этого профиля. Это мой профиль в Инсте. Дальше он вытащил юзернеймы, то есть сами аккаунты, которые он посчитал максимально похожими на меня. Показал количество подписчиков в этих аккаунтах. Написал био этих аккаунтов, то есть информацию об этих аккаунтах. То есть вы видите, здесь все аккаунты русскоязычные, потому что я ищу на основе русскоязычного профиля. Дальше он показал категорию, то есть какой категории принадлежит этот аккаунт. То есть здесь есть и авторы, и предприниматели, и персональные блоги. Дал ссылки на эти аккаунты, то есть мы можем вот перейти на любой из этих аккаунтов и посмотреть, соответственно, их уже отсюда. Вот, он посчитал, что эта девушка максимально похожа, соответственно, на мой профиль. Окей, дальше, значит, он показал user ID, эти данные нам нужны для дальнейшей работы, и, как вы видели, вот он сейчас забил данный рекорд ID для того, чтобы мы могли идентифицировать эти данные в своей таблице. Хорошо, также мы можем посмотреть, что весь процесс вот он был выполнен. Здесь прописаны инструкции, соответственно, к этому агенту. И можем перейти в Telegram и посмотреть, что он нам написал. Задача выполнена успешно. Если у вас есть другие вопросы или нужно выполнить дополнительные действия, дайте мне знать. Давайте попросим его выполнить дополнительное действие. Вы можете скачать в Телеграме шаблон этого агента. Все ссылки находятся под этим видео в первом закрепленном сообщении и в описании. Переходите в бота, он вам расскажет, как скачать, соответственно, этот шаблон. Мы его попросим написать эти аккаунты сюда. Для этого я опять нажимаю тест workflow. И смотрите, сейчас он, по идее, должен обратиться уже непосредственно к той таблице, которую он создал, и дать нам ответ, выбрав 10 случайных аккаунтов, которые он посчитает нужно. Давайте перейдем. И вот, соответственно, он выбрал 10 случайных аккаунтов, прописал их количество подписчиков, прописал ссылки на эти аккаунты. То есть мы можем в рамках этого окна
уже начать работать с этими аккаунтами. Что нам нужно сделать? Мы можем перейти по каждой ссылке, посмотреть на аккаунты, которые нам больше всего понравились, и попросить сделать анализ рилсов этих аккаунтов. То есть он выберет лучшие рилсы у этих аккаунтов, проведет их анализ и запишет данные в следующую таблицу. Сейчас я вам покажу эту таблицу. То есть у нас есть вторая таблица, вот она тоже пустая, Instagram Reels. Давайте попросим его провести анализ какого-нибудь профиля, например, не знаю, профиль номер, давайте, где побольше подписчиков, профиль номер 10. Мы вводим в него следующий промпт. Единственное, я бы хотел взять не 10-ю девушку, потому что я перешел на ее профиль, а у нее не оказалось рилсов. То есть, что мы будем анализировать, если у нее нет рилсов как таковых? То есть, у нее нету коротких видео. Значит, давайте возьмем того человека, у которого действительно есть короткие видео. Например, вот у первого человека, я думаю, что у него должны быть короткие видео. Я вставляю, соответственно, его ссылку сюда и говорю: проведи анализ Reels первого человека. У него 15 424 подписчика. Окей, я перехожу и запускаю, соответственно, свой процесс. Процесс поиска и анализа рилсов этого человека. Как видите, он уже начал обращаться ко второму процессу. У нас есть такая же таблица в соседнем листе в сервисе Airtable. И сейчас сюда он должен забивать данные по рилсам этого человека. То есть здесь будет юзернейм того человека, которого мы проводим анализ. Дальше Reels Captions, то есть описание к рилсам. Дальше, значит, количество просмотров рилсов. Дальше, значит, комментарии, которые есть к этим рилсам. Ссылки на рилсы, которые мы можем в дальнейшем скачать для того, чтобы провести анализ. Сами ссылки на рилсы в инсте, то есть можем перейти по ссылке и посмотреть, соответственно, этот рилс. То есть вот этот рилс, вот действительно ли у него количество комментариев мы, наверное, так сейчас не сможем посмотреть. Но, в общем, рилс этого человека. И когда мы, соответственно, провели эту работу, когда была добавлена эта работа. Плюс рекорд ID нам нужен для следующей идентификации, для того, чтобы провести анализ конкретного рилса. Давайте сейчас вместе выберем анализ конкретного рилса. В принципе, здесь стабильно набирают просмотры количество рилсов. Я поэтому возьму, наверное, давайте первый рилс, 10 комментариев, 1304 лайка. Что это за ссылка? Это та же самая ссылка на рилсы, но единственное, через эту ссылку, то есть можно уже скачивать это видео нашему сервису. То есть для того, чтобы он не пытался скачать с Инстаграма, он выкачал эти данные в отдельный сервис, и уже оттуда ему будет удобнее и проще, соответственно, все это скачать. Давайте выберем вот этот вот рилс, возьмем его идентификатор. Можно переходить и посмотреть. Можем его сейчас попросить: напиши там 10 рилсов, которые набрали большее количество просмотров. Для того, например, чтобы не ковыряться в этой таблице, мы его просто просим: напиши списком 10 ее рилс с наибольшим количеством просмотров. Также, когда эта система у нас работает на постоянке, то есть когда мы не через тест workflow все это запускаем, она будет запускаться автоматически, соответственно, постоянно. Смотрите, сейчас он должен обратиться, соответственно, к поиску и, соответственно, уже выгрузить нам списком те 10 рилсов с этой таблицы, вот с этой вот таблицы, которые, соответственно, он посчитает наибольшее количество просмотров, которые набрали. Давайте вернемся. Вот, смотрите, подход уволить маркетолога, просмотр 1646, рекорд ID, как правильно поставить цель маркетологу, 1533 просмотры, ссылку на рилсы, соответственно, дает. Ну, давайте попросим его вот этот вот самый первый рилс. Для этого нам нужно брать рекорд ID. Мы вставляем сюда рекорд ID и пишем ему следующий промпт. Хорошо, создай на основе этого рилс похожий сценарий. Отправляем и указываем идентификатор этого рилса в его базе данных, для того, чтобы он смог к нему обращаться. Опять переходим в наш процесс, запускаем. То есть мы работаем, грубо говоря, с одним помощником. Видите, он сейчас отправляет данные в третью задачу. И у нас есть третий лист, называется контент.
В чем преимущество этого листа? Сейчас он создаст для нас не один сценарий, то есть он вытащит сценарий этого рилса и создаст не один сценарий, а сразу 3 сценария и скинет ссылку на оригинал. Давайте посмотрим, как это выглядит. То есть здесь есть Reels Caption, то есть описание рилса, есть скрипт, вот он создал сразу же 3 сценария, 3 скрипта. И сейчас он еще должен добавить вот original видео, ссылку на оригинальное видео, record ID, тот идентификатор, который мы указали, и, соответственно, ссылку на сам Reels уже непосредственно в инсте. Можем посмотреть оригинальный сценарий, скрипт оригинального сценария и посмотреть, соответственно, скрипт уже тех сценариев. Видите, он даже разбил все это по временным интервалам. Скрипт того сценария, который он написал. И таких сценариев здесь 3. То есть 3 варианта хуков, 3 варианта самих сценариев, для того, чтобы нам было удобно все это тут же загрузить и записать такое видео. То есть так работает наш Instagram-агент. Он состоит из сразу же 4 шаблонов, которые подключены между собой. И, соответственно, каждый из них выполняет определенную роль. Первый агент, мы с ним общаемся, либо он будет уже главным помощником отдела по Instagram для нашего главного AI-помощника, для нашего главного AI-ассистента, например, вот этого, да, с которым мы хотим взаимодействовать только с ним. Так, у меня не получается предвидеть. Вот он, Instagram-агент. То есть вот это и есть Instagram-агент. Мы можем общаться с ним голосом, можем общаться с ним текстом. Дальше, значит, этот шаблон, этот процесс, он что делает? Он делает анализ, соответственно, конкурентов и пользователей, которые нам необходимы. Этот анализ делает рилсов, и этот шаблон делает анализ создателей контента. Давайте в этом видео подробно разберемся, как создавать такие шаблоны. Ребят, с этим AI-агентом реально удобно создавать контент на основе того контента, который залетает. То есть вы можете быстро провести анализ контента определенного человека, узнать, почему этот контент залетел, создать 3 варианта сценария для этого контента, поставить камеру и записать. На это все у вас уйдет максимум минут 10. Чтобы не заморачиваться, не создавать все это сейчас самостоятельно, потому что здесь есть определенные трудности, вы можете выгрузить все эти 4 шаблона, 6 шаблонов, в зависимости от того, как вы будете начинать диалог с вашим главным AI-агентом. Все эти 6 шаблонов себе в N8N с помощью вот инструмента Import from File. Все файлы именно с готовыми шаблонами, с инструкциями, вот с такими, да, что за что отвечает, чтобы было удобно, они находятся в первом закрепленном сообщении под этим видео. То есть либо в первом комментарии закрепленном, либо в описании к этому видео. Там есть ссылка, переходите по ссылке, попадаете в бота, и бот подробно рассказывает, как вы можете получить эти шаблоны. Бот вам скинет доступ к площадке, плюс к телеграм-каналу, где вы можете не просто создавать эти шаблоны, также общаться, использовать промпты и общаться, соответственно, с другими участниками, которые так же, как и вы, воодушевлены тем, что создают шаблоны в N8N. Здесь ребята все друг другу помогают, а шаблоны находятся под конкретным видео, то есть здесь вся база плюс инструкция, как настроить эти шаблоны под себя. Я считаю, что это очень удобно, чтобы не смотреть вот эти длинные видео на YouTube, не ковыряться самому, вы просто в один клик скачали, поставили, и все у вас работает. Если возникают какие-то вопросы, вы пишите в чат, и все вам помогают. Хорошо, давайте создавать уже этого агента. В первую очередь мы запускаем Telegram Trigger, то есть что будет активировать этого агента. Здесь также стоят ограничения, потому что, ребят, я знаю, что многие, кто смотрит мои видео, пытаются обратиться к тем AI-агентам, которых я показываю, и, соответственно, с ними взаимодействовать. Те AI-агенты, которых я здесь показываю, они отключены от шаблонов. У меня основные AI-агенты, они, соответственно, находятся в другом месте. Дальше, значит, то есть он проверяет, кто к нему пришел, я или кто-то другой. Если кто-то другой, то он его отвергает. Если я, то он начинает, соответственно, взаимодействовать с процессом. Как же создать именно по работе с Telegram, подключить его к AI-агенту? У меня есть подробное видео на YouTube канале. Обязательно перейдите, посмотрите, там все подробно расписано. Значит, здесь прием идет сообщения, здесь идет разделение на голосовые и на текстовые сообщения. То есть, если голосом, он все транскрибирует и, соответственно, отправляет уже главному AI-агенту. Здесь вся основная идея состоит как раз в главном AI-агенте. В главном AI-агенте у нас есть подробно прописанный промпт. Промпты, еще раз говорю, я составляю в формате XML или в формате Markdown. Вот он
так вот выглядит. Я выучил это слово, поэтому не нужно меня больше поправлять. Плюс, чтобы было понятно, я промпт еще перевел на русский язык, но промпт, он здесь основной, под ваши задачи вы, соответственно, можете его корректировать, дополнять, чтобы было понятно. Есть еще промпт на русском языке. Плюс инструкция, как, соответственно, все запускать. Дальше, значит, у нас есть система Airtable. Если не знаете, как пользоваться Airtable и для чего он нужен, это какой-то аналог Google таблиц. Мне кажется, очень удобный аналог. Я просто вот AI-агентов именно с ним запускаю. Мне кажется, круто, удобно, быстро. В отличие от Google таблиц, где не всегда есть конкретная привязка. То есть этот модуль отвечает за поиск в таблице, которую я вам показывал. Вот таблица именно конкурентов. Когда мы его спрашиваем, какие необходимо сделать действия, и кого необходимо найти, он ищет, соответственно, через эту ноду, через этот узел. Эта система ищет нам рилсы, то есть она уже имеет доступ к этой таблице и смотрит рилсы определенного, соответственно, пользователя. Дальше, значит, у нас есть 3 этапа, 3 шаблона. Первый, второй, третий. Как и почему нужно обращаться к каждому из шаблонов, написано вот здесь, вот в этой инструкции, которая находится в нем. То есть в нем приходит запрос, он понимает этот запрос и отправляет, соответственно, той задаче, которую необходимо выполнить, тому AI-агенту, помощнику своему, называйте как хотите, который необходимо выполнить, который компетентен в этом вопросе и может, соответственно, выполнить эту задачу. Здесь подключен чат GPT-4o. Здесь можно подключить любой другой искусственный интеллект, можно подключить либо нейросеть, модель любую, можно подключить Claude, можно подключить чат GPT. Чат GPT в данном случае меньше всего сжигает токен, он такой, достаточно примитивно понятен, поэтому здесь мы используем именно чат GPT. Например, при создании сценария можно использовать как раз уже отдельно Claude, потому что Claude 3.7 Sonnet, на мой взгляд, на порядок лучше создает текстовый контент и будет лучше писать скрипты на основе тех данных, которые у него есть. Значит, первый, Find Competitions, это то, что будет искать, соответственно, он отправляет запрос по юзернейму, который мы ввели. В данном случае у меня был Игорь Зуевич, то есть он на основе Игоря Зуевича будет, соответственно, получать данные. Второй — это анализ Reels. Здесь также он будет отправлять данные в юзернейма того пользователя, которого мы ввели в качестве того, у кого нам необходимо провести, соответственно, анализ рилсов. Ну и третий, он получает Record ID, то есть вот эти вот идентификатор Record ID, который нужен для того, чтобы идентифицировать тот самый Reels, который мы хотим провести анализ. Это очень удобно. Дальше, значит, второй шаблон. В чем здесь прикол? То есть к нему приходит юзернейм, на основе которого, в данном случае, видите, Игорь Зуевич, на основе которого нужно провести анализ и поиск конкурентов. Дальше у нас подключается запрос. HTML запрос, он сделан вручную, где нам необходимо подключиться к парсеру от Instagram, который будет проводить парсинг в Instagram. Парсинг в Instagram мы проводим через специальный парсер. Ребят, здесь важно уточнить, что я сервис Rapid API использую по одной простой причине. Здесь, грубо говоря, вы используете один API для различных инструментов. Для Инсты, для ТикТока, для Ютуба. По ТикТоку у нас уже тоже есть видео, как создать ТикТок AI агент. То есть вы с одним API ключом никогда не запутаетесь. Где, как, куда, что добавлять. Добавляете везде один API, и он работает. Как и с Инстой, так с Телегой, так и с ТикТоком, так с Ютубом. То есть, грубо говоря, один API на все это очень удобно. Парсер, ссылка также в этом шаблоне есть, называется Real-Time Instagram Scraper API. Я выбрал платную версию, но для теста, для работы нерегулярной вам будет достаточно бесплатной версии. Я просто выбрал платную версию для того, чтобы снимать это видео, и у меня ничего не тормозило, ничего не тупило. Поэтому я выбрал платную версию, но бесплатной версии ее хватает вот так вот. То есть, если вы не каждый час будете отправлять, можете, кстати, сравнить тарифы, да, вот посмотреть тарифы. То есть, здесь зависит только от количества запросов. То есть, у меня здесь минимальное количество запросов. Здесь в бесплатной версии тоже небольшое количество запросов, но тем не менее она отлично справляется. Меня больше интересует вот этот вот 1000 запросов в час, а здесь у меня 2 запроса в секунду, поэтому я могу использовать, соответственно, этот парсер на платной основе, чтобы вам показать, как это работает. Плюс я активно работаю с инстой, я создаю там Reels контент, поэтому
ну, как бы для меня платить $15 за то, чтобы находить конкурентов, находить крутые рилсы, мне кажется, это крутая просто идея, крутая возможность. Дальше, значит, мы здесь должны свой API ключ вставить. Вставили ключ и, соответственно, проводится анализ. После того, как проводится анализ, он передает все данные следующим запросам. Здесь проверяет юзернейм, действительно ли он тот. И дальше он уже с задержкой в 25 секунд, в 25 миллисекунд, вот 25 миллисекунд, он анализирует конкурентов. То есть он по очереди анализирует каждого конкурента и забивает, соответственно, все эти данные в эту таблицу. Для того, чтобы не перегружать, соответственно, real-time парсер мы сделали, то есть здесь сделана как раз задержка 25 секунд. То есть он анализирует, вытаскивает все данные, которые необходимы. После того, как он провел анализ всего того количества запросов, которые мы ему изначально сказали, он, соответственно, все эти данные уже отправляет сюда. Здесь мы эти данные собираем, то есть наша основная задача собрать категорию, собрать юзернейм, собрать количество подписчиков, собрать ID и с биографией, то есть информацию об этом аккаунте. Дальше мы фильтруем. Здесь можно установить фильтры. У меня установлен фильтр на 5000 подписчиков, то есть мне не нужны данные о конкурентах, у которых меньше 5000 подписчиков. Можно поставить 1000 подписчиков, и у вас будет большее количество конкурентов, большая выборка. Здесь сами играйте как хотите, у меня стоит 5000, вы можете изменить на то, что удобно вам. Здесь, значит, следующим этапом, здесь формируются ссылки. Ссылки, к сожалению, парсер он сам не формирует, поэтому здесь пришлось немножко допиливать и добавлять такой элемент, который будет, соответственно, добавлять ссылки. Дальше все это он забивает в таблицу, в Airtable таблицу, то есть основные данные и тот самый рекорд ID для того, чтобы мы в будущем могли работать с конкретным пользователем, и он понимал, с каким конкретным пользователем нам необходимо работать. То есть вот этот вот рекорд ID, он забивается вторым этапом. Все, дальше он говорит, что все успешно сделано и отправляет обратно запрос нашему главному ассистенту, главному Instagram-агенту и говорит, что я все выполнил, таблицы данные заполнены. Если возникает какая-то ошибка, он говорит, что, ну, к сожалению, я не смог выполнить этот запрос. Вот. Но ошибки в основном возникают из-за либо сервиса, либо API, либо, соответственно, у вас превышен какой-то лимит запроса. Следующий, значит, этап. Следующим этапом мы проводим анализ рилсов. То есть я вам показывал, вы выбираете один конкретный рилс и проводите его анализ. То есть мы отправляем запрос, Instagram-агент понимает, что этот запрос должен выполнить именно вот этот вот процесс, вот это рабочее пространство, вот этот его помощник, как я их называю. То есть это, грубо говоря, Instagram-агент, отдел, где главный агент и у него, соответственно, есть 3 помощника, которые решают те или иные задачи. Один ищет конкурента, второй анализирует, третий пишет скрипты. Вот. И как бы мы ко второму приходим, который уже анализирует. То есть он то же самое через Rapid API он проводит анализ. Он проводит анализ, сюда мы забиваем свой API, я его пока вытащил, чтобы по 10 тысяч раз не удалять одно и то же. И вот таким вот образом выглядит эта нода. То есть здесь это опять же парсер, который вытаскивает данные из инсты по конкретному пользователю. Смотрит их рилсы, анализирует их рилсы. Сюда приходит, соответственно, юзернейм того, кого необходимо провести анализ. После этого стоит небольшая задержка в 5 секунд для того, чтобы анализ был проведен верно. Сейчас поменял API и, соответственно, загорелся оранжевым, ничего страшного. Дальше, значит, он как бы делает выборку, то есть он чистит все те данные, которые к нему приходят. Потому что если мы можем посмотреть здесь он собирает огромное количество данных. Нам все эти данные не нужны, нам нужны именно информация, например, о конкретном рилсе. Дальше, значит, он повторяет процесс, собирает 10, 12, 15 рилсов, которые наиболее популярны у этого пользователя за последние рилсы у этого пользователя и, соответственно, их постоянно прокручивает с небольшой задержкой для того, чтобы также не перегружать систему. Здесь также вводится ваш API. Ну и повторяющийся процесс. После того, как все эти данные он получил, он уже забивает эти данные в таблицу, во вторую таблицу, вот сюда вот. То есть он забивает информацию по
описанию, по количеству просмотров, по комментариям, ссылку, дает ссылку, Reels ID дает, создает ссылку для Reels ID. Это уже происходит на этапе самой таблицы, то есть здесь введена формула, которая структурирует, соответственно, данные Reels ID. Все эти формулы также есть вместе с шаблонами. Дату, когда это было проведено, и, соответственно, уникальный идентификатор Record ID, который нужен для того, чтобы четко знать, какого пользователя, какой Reels мы, соответственно, проводим анализ. И после этого он возвращает все эти данные главному Instagram-агенту, и главный Instagram-агент говорит, что все, он задачу выполнил, можно либо пользоваться этими данными, самим смотреть, просматривать, либо дать уже задачу на основе этих данных построить полноценный сценарий. За постройку полноценного сценария у нас отвечает третий наш помощник Instagram-агента. Он получает запрос в виде Record ID, то есть того самого идентификатора рилса, который необходимо провести, по которому нужно провести анализ. Он достает этот Record ID, то есть он достает этот идентификатор, данные из таблицы вот этой вот, то есть он смотрит сюда в таблицу, говорит, хорошо, мне нужно провести анализ вот этого рилса. Он берет вот эту ссылку, по которой он может скачать непосредственно аудиофайл, скачивает аудиофайл и отправляет этот аудиофайл на транскрибацию Whisper. Whisper — это искусственный интеллект, который транскрибирует видео. Это, на мой взгляд, один из лучших инструментов, который умеет транскрибировать видео. Он транскрибирует видео и дает уже запрос AI-агенту. AI-агент, здесь у него также есть подробная инструкция, что ему необходимо сделать. То есть он получает скрипт, он получает описание по двум параметрам. То есть мы не только вытаскиваем скрипт, то есть то, что человек говорит. Да? Если человек танцует там просто и никаких слов не произносит, то, соответственно, он не сможет выполнить эту задачу. Но также он получает и описание, то есть описание к этому видео, для того, чтобы лучше погрузиться в контекст. Потому что в многих видео есть большие описания. И это круто. Не только на основе текста, который говорит автор, написать крутой скрипт, но и на основе, соответственно, описания, которое здесь есть. Здесь также прописан промпт в Markdown формате, может быть, неправильно называю. И я также этот промпт перевел вам на русский язык, для того, чтобы вам было удобно, соответственно, вносить какие-то изменения. То есть сюда, в принципе, вносить изменения каких-то не нужно. Единственное, вот здесь можно поменять OpenAI на Claude. То есть я бы сюда поставил OpenRouter, но я показываю все в одной системе, чтобы вы, соответственно, не запутались. И поменять, соответственно, на Claude. И Claude 3.7 Sonnet, он лучше будет писать сценарий. Дальше он забивает все эти три сценария в Airtable, в таблицу вот сюда. Вы видели, да, он забил эти три сценария. И после этого, после того, как он забил все три сценария, он уже готовится к выходу, но я еще на выходе его прошу дать ссылку на оригинальное видео, ссылку на Instagram оригинальное видео, с описание оригинального видео и скрипт оригинального видео. Все. И после этого он уже идет опять к главному агенту и говорит, что все, задача выполнена. У нас мы выполнили, соответственно, я выполнил все те задачи, которые мне было необходимо. Позже я могу к нему обращаться, то есть у этого агента есть память на 10 сообщений, я к нему могу обращаться для того, чтобы периодически ему давать задачи, сделать процесс для следующих видео. И, соответственно, он отправляет. Здесь в AI-агенте вы можете прописать, то есть если вы пишете по конкретному скрипту, например, под свой стиль подогнать, вы меняете инструкцию, меняете промпт под себя. Можете воспользоваться моим промптом. Здесь основа есть, просто сюда уже накидываются те варианты, которые вы хотите, чтобы скрипт выглядел более похожим на вас. Можно этот скрипт закинуть, промпт закинуть в чат GPT, в Claude, добавить какие-то свои элементы, и чтобы он в этот промпт добавил те элементы, которые будут вам идентифицировать вас уже под то есть под ваш язык идентифицировать запрос. То есть, какой запрос? Под ваш язык, под ваш стиль идентифицировать, соответственно, Reels, чтобы вам было удобнее все это записывать.
В принципе, все, то есть процесс несложный. Да, конечно, если вы будете это все составлять самостоятельно, это будет, ну, потратите несколько дней на составление. Но я бы вам рекомендовал просто скопировать, вставить. Я не буду сейчас здесь показывать пошагово, как это делать, потому что на это уйдет там 3, 4, 5, может быть, часов. И вряд ли кто-то из вас готов смотреть такие длинные видео, а обзор возможностей, я думаю, что круто вот так посмотреть, увидеть и, может быть, что-то поадаптировать под себя. Если вы реально занимаетесь сервисом N8N, посмотрев, например, мои все видео по теме N8N, вы без проблем сможете создать такого AI-агента для себя, для, может быть, своего клиента и, может быть, продавать таких AI-агентов. Легче, конечно, просто скачать все это, ссылка находится под этим видео. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, на YouTube канал, поставьте лайк этому видео. С вами был Гризуевич. Все ссылки размещены под этим видео. Пока.